Доброе утро. Мы опять в сборе. Как всегда, жду алмаза. А куда мы собираемся? Собираемся мы в сторону Чебоксар. В прошлом году мы в Чебоксар ездили, но мы решили поехать дальше. В Чебоксарах есть подписчики алмаза с канала Керосин, и они приглашают нас как бы в гости. Вот. Там есть вроде какие-то водопады. Решили съездить посмотреть. Так что смотрите, я думаю, будет интересно. А вот и сам алмаз. Жан. Ни хера тебе новая сумка. Сейчас максималка выросла, наверное, на 5 км в час новой сумкой. Даже я же стою, упал, порвалась же сбоку вообще вся. И... Подожди, ты же не упал, или это? А, там? Да, там. И крючок, который цепляется, два крючка. Один крючок сломался. Ну помнишь же у меня одна сторона эта. Еще и верхняя погружная фигня, да? Да, но она отдельная, короче, снимается, на плечо и пошел. Круто. Ну, сегодня день вообще классный. Сегодня день вообще. Сейчас вот 15 градусов обещали, я смотрю, тут 22 уже показывают. Я думаю, сегодня... Я так еще оделся. У меня еще пуховик в рюкзаке. Я тоже взял куртки там, тепло. Короче, что сделал я вывод, теплой одежды много не бывает. Да? Лучше снять, чем одеть. Да, конечно. Чем нечего одеть будет. Что, погнали? Что, ребята, мы выехали. Едем, это у нас новый проспект Универсиады, который идет от центра до аэропорта. Такая живописная дорога. Кто не видел, ребят, сейчас у нас, ну это в принципе в центре. Сейчас начнутся красивые места. Мечеть Тул-Шариф, сам Кремль. Центр Казани. Вот слева, параллельно этой улице, у нас улица Баумана, пеший. Тоже очень живописная, красивая. Вот сейчас откроется вид на саму мечеть Тул-Шариф. Вот она. Листья торчат. Это у нас стадион, правее цирк. Решили поехать сегодня через весь центр. Ну, сегодня, во-первых, суббота, движения практически нет. В будние дни были бы поехали другой дорогой. Выезжаем из Казани. Осталось буквально километра 2. На выезде, как всегда, уж пробки. Небольшие, так скажем, накопления даже. Включил автопилот. Надоело рулить. Камера, конечно, не видит, но вот на дороге, вот именно на этой части, вот я вижу сейчас, везде лежат куски покрышек, которые, видимо, разжевала и выбросила сюда. Это как раз здесь, к сожалению, проколы получаются. Я на днях, вчера точнее,
Нашел прокол. Маленький прокол был. Залатал. Очередная остановка. Надо с картой свериться. Не, правильно едем? Правильно. Так, сейчас я скажу. Ну, вообще, показывает Google 105 километров нам надо еще проехать. 106, да. Короче, будет кольцевая, и на кольцевой направо. Да. Помары. Потом после Красногорского, вот, после Кожласала налево. Все, едем правильно. Мы... Заряд осталось? У меня процент 70. А? 70%. 65%. На Антоновском, да? А? На Антоновском. Да. Нормально. Давай до Чебоксар дотянем. А? До Чебоксар дотянем, говорю. Как в прошлом году, веревки нету. Да, я тросик тоже не взял, кстати. Ну, у меня есть еще один аккумулятор. В прошлом году алмаз аккумулятор сломался, и я его на некоторых участках набуксировал. Мы заряжались каждые 30 километров, это было нечто. Мы целый день ехали домой. И целый день ехали туда. Но мы съездили все-таки. Да. Здесь как раз фотографии с прошлогодней поездки. Если очень интересно, можно зайти на канал Алмаза Керосин и посмотреть прошлогоднюю поездку. Остановились на таком пятачке. Решили зарядиться. И, как всегда, где-то стрельнул автомат. Ставят автомат китайских, вообще ничего не выдерживает. Ну, хотя тут получается 3 потребителя, 2 зарядника, компрессор, пылесос. Поэтому, наверное, на автомат нагрузка большая пришла. Ну что, ребята, как раз наконец-то мы нашли резетку. С какой попытки мы? С 4-й или с 5-й? Что-то заезжали, нам то резеток не было, то отказывали, то рубильники вырубались. Вот сейчас чуть-чуть зарядимся, и нам до Чебоксар прям можно будет уже не ехать, а лететь. У нас до Чебоксар 70 километров осталось. Вот, какое село это называлось, не помнишь? Какое-то село, я напишу. Здесь прием металлолома, а там автозапчасти. Красногорский, Алмаз говорит. Хорошие ребята, даже без всякого, как бы, сами сразу разрешили, вообще без проблем заряжайтесь. Чебоксар 18 километров, 17 километров осталось. Потихоньку начали встречать нас. Сейчас парень встретил на электросамокате. Даже не останавливались, так подходил. Камеру забыл включить. Мощный электросамокат. Идет очень бодро. Заехали вы сами в Чебоксары. Сейчас должны встретить еще кого-то.
Тоже подсветка колес, индукционные катушки стоят. Сам делал? Ну, сам все делал, да? Прикольно. Не, насчет подсветки колес, я тоже что-то задумывался, интересно. Подсветка деки. Красиво смотрится. У меня вот на аватарке в группе есть. Поэтому ночью ездишь. Да. Ночью я езжу, потому что 3 детей и 4-го жду в октябре. Поэтому уже Молодец. 6 утра ушел, полшестого пришел вечером с работы. Со всеми понянчился, всем внимание уделил, спать их всех. И сам чуть-чуть, наверное, залил еще давать. Где Вова-то? Я говорю, О, куда-то пошел опять. он говорит, сейчас Кто-то до жрать матери, пошел. до матери, говорит, доеду. Я говорю, ну, мать. Я думаю, а у него мать где-то здесь работает. Вот такая мать где. Да. Вот столько народу нас встретило. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6. Вроде еще не все. Кто-то должен подъехать. Стяжки есть еще какие-нибудь? Коровами воняешь, что ли? Именно в этот момент, к сожалению, у меня заканчивается вторая батарейка на камере, и я не смог снять самые интересные кадры. Шашлык мы готовили. Спасибо за вкусный шашлык. И также огромное спасибо за кино на природе. Спасибо, ребята, еще раз. Прям все классно организовали. Все супер.